Добрый день, мои любимые леди. Зовут меня Луна. Вы на канале Таро и Леди. И сегодня мы сделаем онлайн-гадание, расклад карт Таро на такую тему, что у мужчины на уме. Ну, давайте для начала сделаем сигнификацию, чтобы вы поняли, что это ваш расклад. Посмотрим, что у вас там происходит. Ну и, как обычно, в конце, если будет необходимо, сделаем коррекцию раскладов. Поработаем с раскладом Таро, обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. И уберем все препятствия, которые покажет расклад карт Таро. Итак, смотрим, для какой леди сегодня у нас расклад. Покажи ситуацию с загаданным мужчиной или ситуацию в ее жизни, чтобы она поняла, про какого это мужчину. Так, смотрим. Ну, смотрите, у нас очень романтичная девушка, женщина, очень легкая на подъем, возможно, творческая личность, у которой очень много планов, но которая, скажем так, не настолько земная, да. То есть ее духовное состояние, то ли сейчас, то ли вообще по жизни, ее состояние души для нее важнее, чем какие-то материальные блага в жизни. Возможно, для нее важнее любовь. Любовь — это такое слово многогранное. Любовь может быть к себе, к мужчине, к детям, к дому, к любимой профессии. Ну, буквально у нас изображена романтическая балерина, да, вокруг которой летают мысли романтические, бабочки розового цвета. Давайте еще посмотрим. Это человек, который очень часто обращается к своему прошлому. Что этим я хочу сказать? Возможно, она много общается с людьми, то есть из своего прошлого. Это может быть как и любовные отношения, это могут быть как друзья. То есть это не из тех людей, которые постоянно меняют знакомых, а те, которые имеют друзей, знакомых, не знаю, ну, возможно, даже родственников. То есть люди очень преданные своим отношениям, да? Люди, которые или заслужили, или имеют друзей из прошлого уже давно, да, или отношения, или друзей, и с ними общаются, поддерживают отношения и дорожат ими. Да, вот такой человек, которому позвонит, я не знаю, подруга, и она уделит ей внимание, пусть они уже живут, я не знаю, там, за 1000 километров. Это может быть и не подруга, и говорить о том, что это задумано про человека какого-то из прошлого. Расклад Таро. Давайте еще посмотрим, что у нас за леди сегодня. Видите, карты хотят говорить, прыгают. Ой, как прыгают. Очень нужен этой девушке этот расклад, этой женщине. Карты нам говорят, что на самом деле девушка пытается себя преподнести сильной. Очень сильной, такой, что принимает все решения, а на самом деле за этой маской скрывается девочка. Скрывается, возможно, обиженная девочка судьбой.
То есть что-то в жизни ее заставляет одевать маску этого сильного человека, хотя на самом деле она очень романтичная, очень возвышенный человек. Но это все маска, и когда она одевает свою маску леопарда, то не подходите. Зубки сильные, за свою жизнь, за свое счастье она может порвать любого. Так, и последняя карта. Покажи мне, о ком сегодня расклад. Для кого сегодня расклад? Ну, эта карта имеет обычно два значения. Или, ну так как это общий расклад, вы сами понимаете, или это говорит о том, что у женщины уже есть дети, заботы о них, и она их искренне бережет и любит. Но также это может показывать о каком-то ее таких планах на создание семьи, планах на дом. То есть у нее достаточно много планов, она уже решила и идет на пути реализации. Да? Это может быть карьера, это может быть учеба. То есть у нее есть конкретные планы. Вот такая сегодня у нас леди. И для нее мы будем смотреть, что на уме у мужчины. Так, возьмем другую колоду. И теперь смотрим, что же у него на уме относительно этой леди. Расклад Таро, онлайн-гадание. Ну, интересная ситуация. Карты нам говорят о том, что леди, кажется, этому мужчине чем-то ограничена, и он пока наблюдает со стороны. То есть он пока выбрал состояние наблюдения. То есть его мысли это он следит за вами, наблюдает и смотрит, насколько вы ограничены. Чем вы ограничены? Это могут быть отношения, это могут быть, не знаю, какие-то жизненные трудности. То есть почему-то он пока выбирает позицию наблюдения. Он оценивает вас, да, возможны ли отношения. Он оценивает, как он может помочь. Тут множество вариантов у этой карты. Включайте свою интуицию. Дальше будет понятнее. Смотрим дальше. Покажите нам еще его мысли. То, что он следит за девушкой, за леди. Мы поняли. Что еще? Ну, на самом деле, ему хочется искренне к вам бежать. То есть чувство, во всяком случае, того, что он хочет с вами общаться, у него однозначно есть. Он стремится к вам. Давайте вытащим еще одну карту. Но эта карта нам показывает о том, что мужчина тот, о котором мы сейчас говорим, к сожалению, или имеет мало денег, да, и только вот так вот вам серенады поет, или имеет, скажем так, мало денег для вас. То есть ситуация или такая, что он наблюдает за вами, сколько вам нужно денег, да, чтобы к вам бежать.
Или, возможно, он пока еще жадничает и видит, что вы, женщина, гораздо больше хотите от жизни, у вас совершенно другие ценности в жизни, да, и будет ли он материально вам соответствовать. Или карта может показывать мужчину жадного, который не хочет вкладываться в эти отношения много. Давайте посмотрим дальше, очень интересно. Так, какие же его мысли на самом деле? Пока жадный наблюдатель. Ой, выпала карта, ну, в других колодах она называется дурак. Здесь, в этой колоде, это такой голохвастов, который придумывает о себе много. Ну, какая-то женщина его отвергла. Может быть, и вы, бросив ему букет на голову. Да, он танцует. Красный костюм говорит о том, что он готов, открыт к отношениям. Но или ему нечего предложить, либо ему сейчас нужно как-то что-то изменить яркое в своей жизни. Да, это может быть отказаться от прошлых отношений, это может быть сменить работу, это может быть переезд, приезд, это может быть завершение чего-то незаконченного для того, чтобы дальше продолжать отношения. То есть вот в такой позиции он сейчас находится. Возможно, эта карта еще говорит о том, что вы в ссоре, и он куда-то там пока обнулился, скажем так, девочки. Буквально. Хорошо. Что он думает теперь, мне покажите. Что он думает? Выпала карта императрицы. Что он думает? Он думает, что вы шикарная женщина. Он вас искренне считает, ну вот, во всех отношениях шикарных. То есть императрица — это и плодородие, это и состояние, это и моральные устои, это и женщина, которая может в совершенстве построить дом. Женщина возвышенная, та, к которой хочется стремиться. Вы для него императрица. Вот что он видит, о чем он думает. Но давайте смотреть, почему обнуление, почему денег не хочет тратить, почему наблюдает. Скажите, покажите, что он еще думает. Но карта нам говорит о том, то есть у нас королева чаш, королева эмоций, говорит, что или вы, или он как-то очень ярко проявляют эмоции. Это может быть как положительно, так и отрицательно. Давайте разберемся, что ж такое. Все понятно, 4 мечей. Он ревнует вас, или вы ревнуете его. То есть здесь говорится о том, что он может вам даже об этом не говорить. Он или видит себя с другой спутницей, или видит варианты ваши, и это его останавливает или вызывает такие бурные эмоции. Ревность может вызывать эмоции как отхода, да, от женщины, так и наоборот к ней приближение. Давайте разбираться. Да, видите, он идет к вам. Ну, тут буквально показано свидание, это может быть и не только свидание, да, он что-то вам несет, букет,
а вы почему-то его отвергаете. Да? То есть что-то не то он вам несет, что-то не то он вам предлагает. Неправильные у него мысли, не в ту сторону он думает. Зря он думает, что вот это вот принеся эту мелочь, да, он уже получит все, что хочет, или прощение, или полное ваше открытие ему. Не так это. Неправильно он думает. Вы не та женщина, чтобы купиться на ту мелочь, которую он вам предлагает. Хорошо, покажите мне все-таки его чувства к вам. То, что он видит вас императрицу, это хорошо. Давайте посмотрим его чувства к вам. Ну да, хочет он быть с вами парой. Вот искренне хочет. То есть, видите, как-то, правда, украдкой. Нельзя сказать, что это публичное место. Ну, возможно, это дома он хочет быть с вами. Но мысли о том, что он хочет быть с вами, они однозначно есть. Давайте дальше посмотрим. Я уже вижу, что тут есть что. Почему делать коррекцию? Так, смотрим дальше. Сексуально он вас желает. Да, есть у него и, видите, чувство, чтобы вы в паре были. И хочет он вас, искренне хочет. Ну вот просто раздевает глазами. Вы для него женщина манкая, манящая к себе. Давайте дальше смотреть его чувства к вам. Да, хочет и на публичном месте с вами вместе пообщаться, провести время. То есть все карты говорят о том, что он искренне, как вот тут показывала, бежит к вашим отношениям. Хочется ему и свиданий, и встреч, и что? Ну, опять свидание. Но смотрите, о чем эта карта говорит обычно. Эта карта говорит, вот казалось бы, да, мужчина и женщина плывут на лодке, да, мужчина гребет веслами, ну, работает над отношениями, да, женщины, там, птичка, это ее мысли, она их пока скрывает, не выпускает, да, и зонтик для защиты. Но обратите внимание, лодка движется в ту сторону, в которой сидит мужчина спиной, то есть он не видит, куда она движет, а женщина лицом. О чем говорит эта карта? Эта карта говорит о том, что в ваших отношениях должны вы руководить этим мужчиной. Вы должны его направлять в действиях. Мужчина, видите, вот такой вот немного бездейственный. То есть, возможно, он и не жадный, возможно, и не жадный на эмоции, и чувства у него хорошие, видит он вас императрицу. Но ему четко нужно показывать, куда двигаться. То есть вы ему должны говорить направо, налево. И тогда, то есть в каких-то там, я не знаю, финансовых вопросах, возможно, он самостоятельный. А именно в ваших отношениях, для того, чтобы они были, для того, чтобы все состоялось, вы должны проявлять инициативу. Так, хорошо. Давайте посмотрим, чем могут закончиться эти отношения. Ну, смотрите, падает колесо фортуны, на котором отражается пара, тень из пары, да, вот вам видно. То есть вполне возможно длительные отношения этих людей.
Если они были в ссоре или недопонимали друг друга, то это восстановление, да, отношений. Это совместное будущее. Давайте спросим совет карт. Возьмем колоду ангелов, совет ангелов, и спросим, как себя вести с данным мужчиной в данной ситуации, да, чтобы это было не просто гадание, да, мы там с вами леди, а не одинокие львицы, ой, волчицы, которые воют ночами. Нам нужно строить свою жизнь. Вон у вас там детей показывали, планы показывали. Покажите совет ангелов. Выпадает восьмерка мечей. Это довольно быстрая карта. Что нам советует? Иллюзия того, что вы можете попасть в ловушку. Вам не хватает уверенности в себе. Боязнь принять решительные меры. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что говорил весь расклад, только кратко. О том, что вы боитесь начинать эти отношения, боитесь двигаться дальше, боитесь принимать на себя руководящую роль, которую необходимо в этих отношениях. Вот такая у нас отношения сейчас. При том, что вы показывались как очень романтичная женщина, но в то же время вы можете одеть маску и стать леопардом, то вот, одевайте маску и вперед, если вы хотите этих отношений. Так, сейчас мы сделаем коррекцию, чтобы вам было легче. Ну, кто желает, естественно, девочки. Так, что же нам тут убрать, чтобы у нас получилось идеально? Он за вами наблюдает, за вами стремится, почему-то мало тратит ресурсов, денег, желаний. Давайте это уберем. Пускай тратит много. И уберем его позицию, что он вот такой немножко, скажем так, я не знаю сказать дурачок, веселый человек, как сказать. Давайте уберем, чтобы он был для семьи человек. Вас, императрицу, естественно, мы оставим. Ваши эмоции тоже оставим. Давайте уберем ревность и подозрения из этих отношений. Давайте уберем то, что вы, скажем так, не совсем правильно реагируете на его ухаживание, его подарки, еще что-то. Пускай не будет мелочных подарков, а будет все хорошо. Его стремление к вам быть вместе, его желание оставляем, естественно, ваше хотение вас. Оставляем желание встретиться, общаться. К сожалению, из этого расклада я не могу забрать то, что это уже будет чересчур для этого мужчины, для этого расклада, что вы ведете отношения. Естественно, оставляем, что вы в перспективе пара. Вот такой теперь у нас гармоничный расклад получился. И вот такие у нас препятствия. Еще раз их смотрим. Обнуление или его ветреный характер, его мало дела, много слов, его ревность, конкуренция, еще что-то. Ваша реакция на то, что не так ухаживает. Так, убираем эти препятствия, девочки, сосредоточились, обратимся к высшим силам, к ангелам-хранителям и попросим их убрать все препятствия. Это действует обычно до 3 месяцев. Это происходит. Так, я ищу карту Верховного Суда и карту мира. Вы вспоминаете всех своих, кому вы обычно молитесь, обращайтесь за помощью к высшим силам, к ангелам-хранителям,
к вашим силе рода, да, вот я просто даже чувствую то, что у многих девчонок, вы для меня девчонки в любом возрасте, вы для меня леди в любом возрасте, и чувствую, что у вас очень сильная сила рода, за вами стоят просто женщины, мужчины, которые все вам искренне желают счастья. Вот вспомните их, да, каждый из тех, кто был в вашем поколении, искренне желает вам счастья. Прям прячется. Значит, не так просто. Так, есть. Есть. Видите, сколько нужно прожить событий, чтобы, казалось бы, убрать его дурачество и нежелание вкладываться в отношения. Ну и вашу реакцию. Так, сейчас я сосредоточусь. Вы при желании можете включить субтитры к видео, чтобы читать и помогать мне. Можете просто внимательно слушать. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их хватало. Убираем все препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Да будет так. Так, не забываем писать в комментариях спасибо, да будет так. Это важно. И сейчас посмотрим, получилось ли у нас убрать препятствия. Если нет, то повторим. Если кто-то морально чувствует, что препятствия не убраны, в любое время можно пересмотреть этот участок видео более сосредоточенно. Убрали ли мы препятствия из данного расклада Таро? Но смотрите, что нам карты говорят. Что для кого-то действительно это будет принц на белом коне. А кто-то будет с этим человеком, и он будет неизменный именно в тех проявлениях, которые мы пытались убрать. То есть карты буквально останавливают нас, говорят, нет, больше убрать нельзя. Вот так, так что я не могу делать дальше. Убрать вы можете переслушивать, есть многих девчонок, да, то есть мы остановили те препятствия, и принц придет на белом коне. Но для кого-то это может означать, давайте посмотрим еще одну карту. Карты говорят, не для всех выровняется ситуация с деньгами у этого мужчины. Так, девчонки, пишем в комментариях спасибо, да будет так. Меня зовут Луна, напоминаю. Если вам нравится, подписывайтесь, лайкайте. Будем вместе слушать советы карт, с помощью них корректировать свою жизнь, чтобы не наступать на грабли
будем их обходить. Ваша Луна